Итак, про постановку рук. Мизинец стоит на поверхности. Он у нас является пальцем, на который мы опираемся, и в то же время иногда мы можем им же натягивать кожу в процессе работы. Пока ставим его прямо. Машинка лежит в 3 пальцах. На среднем пальце лежит модуль. Указательный палец толкает на меня, средний палец толкает от меня, и вот таким образом совершается движение. Большой палец просто слегка придерживает, не дает упасть машинке. Вот это пространство свободное, потому что если зажать машинку в кулак, то ваше движение будет ограничено, и вы совершите ошибку в виде такого жесткого окончания штриха. Поэтому попробуйте вот таким образом помахать машинкой в выключенном состоянии. Движение должно быть легким, не напряженным, не тяжелым, не сжимающим. Когда вы не сжимаете машинку, оно у вас легкое, и вы не заглубляетесь, потому что когда вы очень крепко держите машинку, автоматически вы начинаете давить. А когда она у вас вот так легко болтается в пальцах, то и нажим у вас, соответственно, получается очень легким. Скорость на аппарате у меня от 6,5 до 7. Ваша задача, чтобы штрих получался вот таким. То есть точки довольно близко друг к другу находятся. И это быстрое движение, практически растушевочное. А в волосках оно у нас будет гораздо более медленным, и, соответственно, вы уже будете рисовать линии, то есть точки сливаются в сплошную линию. Давайте сделаем такое упражнение. Поставим 2 точечки и просто совершим обычное такое вот махательное движение, как я вам показывала. Размах должен быть больше, чем место, к которому вы прикоснетесь. Поэтому сначала помашите в воздухе на себя движение, потом постепенно опускайте машинку к латексу. В какой-то момент вы дотронетесь до латекса, и вот это вот ваше идеальное прикосновение. То есть считайте, что вы уже практически нарисовали волосок. Но на самом деле нам нужно его немножко по-другому рисовать, а сейчас мы откатаем такое растушевочное движение, легкое, когда у вас начало и окончание мягкие. То есть, по сути, волосок – это такой же штрих, просто когда мы делаем растушевку, мы идем влево или вправо и расширяем линию. А когда мы рисуем волосок, мы это делаем в одной линии, просто двигаясь на себя и постепенно делая волосок все более плотным. Вот такое у нас движение, просто смотрите, на расстояние примерно сантиметр должно быть положено примерно 8-10 штрихов длиной примерно 3-5 миллиметров. Каждый следующий у нас штрих выходит процентов на 10 вперед. И вот таким образом, опускаясь и мягко заканчивая, я прорисовываю волосок. Еще раз. Я прикасаюсь к латексу, прорисовываю волосок первый, первый штрих. Следующее мое движение, я процентов на 20 опускаюсь ниже и прикасаюсь уже ниже. Выхожу процентов на 20 также. И вот таких штрихов у меня должно быть примерно 8-10, чтобы волосок у меня был плотным, четким и хорошо видимым с первого раза. Штрих вы можете делать разной длины, можно делать его покороче, подлиннее, кому как удобнее, и это зависит еще от длины волоска, который вы прорисовываете. В некоторых местах это можно делать более размашисто, в некоторых местах волосочек у нас такой коротенький остается. Попробуйте рисовать волоски разной длины. Обязательно условие, что первое прикосновение у вас остается единственным. То есть, вот смотрите, я прикасаюсь и больше не возвращаюсь. Мне нужно, чтобы начало моего штриха, моего волоска было тонким. То есть я сразу отступаю и прикасаюсь уже чуть ниже. Еще немножко ниже, еще немножко ниже. И вот таким образом я и прорисовываю свой волосок. И сделайте несколько полос с волосками разной длины. Самое главное условие, чтобы начало и окончание волоска были тонкими, и чтобы вы наслаивали штрих один за одним, постепенно удлиняя волосок. Следите за тем, чтобы он оставался тонким.
у вас может быть осознанное изменение толщины волоска. Сейчас я покажу еще способы рисования волосков. Может быть, вам подойдет какой-то больше, чем вот этот, но, на мой взгляд, вот такое рисование волосков, оно самое безопасное в плане заглублений. Оставим этот ряд, чтобы потом проверить. Как еще рисуются волоски? Плавный вход в латекс, потом на одной глубине проходить и плавный выход из латекса. Этот волосок опасен тем, что когда вы идете медленно, ваша рука начинает подрагивать, и вы заглубляетесь в нескольких местах, появляются подплывы, синюшность. Есть еще вот такой вид волоска, когда вы входите в латекс также, ну или в кожу. И такие небольшие возвратно-поступательные движения, вы таким образом удлиняете волосок. Он очень плотный, очень ярко видный. Тонкое начало, тонкое окончание, но это тоже очень опасный метод в плане заглубления. Очень легко заглубиться. Плюс еще одна из ошибок, если увеличить сильно, то может выглядеть вот примерно вот так вот. Возвратно-поступательное движение в коже создает такую как бы елочку, нестабильную линию, и это тоже выглядит не очень красиво. Ну и еще есть один вид волоска, он достаточно, кстати, тоже безопасный, похож на вот этот ряд, только просто мы должны делать движение быстро, оно такое получается растушевочное. В этом движении заглубиться сложно, но легко стереть и не увидеть вообще результата. То есть вам нужно добиться правильного нажима, добиться, чтобы все точечки слились в одну линию, чтобы это не было слишком рыхлым волосок и слишком прозрачным. Но тоже очень достойно можно рисовать волоски таким методом и безопасно, что самое важное. Ну и я люблю тонкие волоски, либо соединение волосков расширять таким образом. То есть если у меня есть, например, тонкий волосок, или я точно знаю, что в этой части в середине мне нужно расширить, то я могу здесь вот так осознанно поштриховать, сделать его пошире, то есть слегка продвигаясь влево и вправо, и потом уже опять делаю волосок очень тонким. То есть это некое подобие пучка получается. Поэтому сейчас проверим, посмотрим, какие у нас получились волоски. Но вот обратите внимание, что вот этот волосок и вот этот вот, они очень плотные, проведены с одного практически прохода, и они самые холодные на вид. Самые теплые на вид это растушевочные волоски, которые были. Ну и самые контролируемые, конечно, то есть разной плотности вы можете добиваться путем большего наслоения или меньшего наслоения штрихов в одном волоске. То есть если вам нужно полупрозрачно, то кладите 5-6 штрихов. Если вам нужно ярко, плотно, то кладите 7-8, а то и 10 штрихов. И это будет у вас такой безопасный волосок. И красивый, и плотный, и вы не заглубитесь. Вот такие волоски вам нужно освоить для того, чтобы начинать работать в волосковой технике.